Всем доброе утро. Вот такая у нас погода с утра. Видно, ночью был немножко снежок, потому что машины немножко насыпало на крыше. Ну и чуть-чуть срывается снежок. Не знаю, мне градусник, в общем-то, врет, говорит +5. Ну какие +5, если снег ложится и не тает, правильно? Никаких +5. Вот такая вот погода. Так, эти не дождались, когда я их сниму, отпали сами. Смотрите, какие большие грибы. Вот этот вот мы сейчас замеряем. Вот этот. И я их поснимаю и буду приваривать, потому что в морозилке они хранятся только после того, как их приварить. Ну, вон еще там маленькие. Где тут еще вот малыши растут. Вот еще малыши. Но дело в том, что вот до такого состояния, когда вот шляпка, вот смотрите, когда шляпка уже вывернулась в другую сторону, это он уже старый. А в чем старость заключается? В том, что ножка вот эта вот, она жестковатая становится. Ну, мне все равно нравится. Вот это сейчас буду все снимать. Как бы их так. Оп. Так, этот вот. Хоп. Вот этих надо снять. О, с малышами выдернулись. Ну, что делать? Надо их хорошо выдергивать, чтобы там ничего... Ну, ладно, малыши так малыши. Новые вырастут, правильно? Так, этих сейчас еще выдерну. И пойдем взвешивать. Так, взвешиваем грибочки. Все перекладываю в тарелочку. Что у нас тут получится? Маленький урожайчик. Так, 189 грамм. Кто ходит? Ты заходишь, выходишь? В общем, после того, как я взвесила грибы, я их проварила, протушила и благополучно съела. Но это было тот день. Я готовилась к встрече гостей и, соответственно, забыла про грибы на некоторый период времени. И еще я забыла о том, что надо соблюдать повышенную влажность. Но дело в том, что в интернете, сколько я читала информации, нету такой пошаговой информации, как выращивать грибы. Как я уже говорила, соответственно, мое выращивание грибов происходит методом проб и ошибок. И по ходу я допустила самую большую ошибку. Во-первых, я забыла про грибы на сколько? На 4 дня. Во-вторых, я нарушила самый главный принцип выращивания опят. Это повышенная влажность 80% где-то. Но нигде не было написано, как соблюдать эту влажность. Я решила, что если внизу влага есть в керамзите, то этого достаточно. Этого недостаточно. Это я теперь уже знаю. И еще, так как грибы находятся все время в импровизированной теплице, то необходимо делать проветривание хотя бы 2 раза в день по несколько минут, для того, чтобы не появился вот тот вот белый мох, который я вам раньше показывала. Это не цвиль и не грибок, это вот, я забыла, там какое-то такое специальное слово есть, это когда вот именно мало кислорода грибницы. В общем, пока я на 4 дня забыла про грибницу, моя грибница благополучно засохла. Да. И когда уехали гости, я открыла и ужаснулась, потому что там все засохло и стало в ужасном состоянии. Естественно, что я расстроилась, но решила, что нет, никто не будет опускать руки, и я попробую реанимировать свою грибницу.
Перевернула интернет вверх ногами и нашла, что в принципе реанимировать грибницу, которая подсохла, и грибы засохли и стали вообще в ужасном состоянии, то это возможно. Что для этого надо? Для этого надо убрать все грибы, какие есть, и грибницу поместить в воду. Это называется холодный душ, прием так называется. Поместить в холодную воду и немножко туда добавить перекиси водорода, что в принципе я и сделала. Этот холодный душ надо организовать в грибнице примерно на сутки, и она успеет пропитаться водой. И у меня была надежда о том, что все-таки я спасу свою грибницу, и у меня все-таки будут грибы. Ну, смотрите, что я делала дальше. Вот в такое ужасное состояние пришли мои грибы спустя 4 дня, когда я про них вспомнила. Видите, они засохли, стали вялыми, покрылись чем-то зеленым. Я даже не знаю, что это с ними происходило. В общем, кошмар и ужас. Я взяла вилку и прочесала вот такие вот полосы по всей грибнице, чтобы в грибницу попал воздух и лучше попадала вода. Ну а дальше метод холодного душа. Так, это мои шампиньоны. Смотрите, какие у меня появились малыши. Вот маленькие, вот. Я покупала шампиньоны с коричневой шляпкой. Видите, сразу образуется коричневая шляпка. Вот еще малыши. Вот это вот будут. В общем, шампиньоны пошли, как я и говорила, шампиньоны увидим к Новому году. А теперь что с моей грибницей? Так, это моя грибница, которая на реанимации. Но я вам хочу сказать, что, может быть, она немножко сейчас не очень красивая, но процесс пошел. Я надеюсь, камера у меня возьмет и покажет. Смотрите, я приближаю. Не видно, да? Сейчас я найду, где посмотреть. Вот, видите, вот эти вот беленькие пупырышки, это новые грибы. То есть мои реанимационные действия с грибницей прошли удачно. Смотрите, у меня уже появились вот маленькие грибочки. Вот они. Видите? Вот они. Спасибо, Лиз. Вот. Теперь вот видно, когда свет появился. Вот видно маленькие. Видите, беленькие. Это новые грибы. То есть грибница восстановилась благодаря моим действиям. И все-таки я ожидаю грибы. И опята у меня все-таки будут. Вот видите, да? Вот маленькие. Ну, они по всей грибнице, просто они еще маленькие. И у меня камера не совсем хватает эти пупырышки. Но будем продолжать, конечно же, наблюдать. Я буду все снимать. Сегодня... Еще раз говорю, сегодня 17 декабря. Наблюдаем. Ну, возьмем за старт вот этих малышей, которые вот в самом низу. Вот, видите, керамзит, который я помыла, все так же есть. И сейчас вам покажу, что с моей третьей грибницей. Так, третья. А вот и третья. Алиса, ты на меня свет пустила. А вот и третья, смотрите. Это шампиньоны. Это, помните, та земля, которую я собиралась выбрасывать, потому что мне показалось, что она заражена грибком. Ну, грибком не полезным, а вот этим, ну, плохим грибком. Но, как я могу наблюдать, тут все в порядке. Грибочки вылазят, грибочки вроде бы не повреждены. То есть, если на грибе будет какое-то повреждение, или будет странное напыление, или какой-то мох, или, не знаю, какой-то цвет странный, да, то это плохие грибы, естественно, что их надо выбрасывать. И, скорее всего, что сама грибница заражена какой-то бактерией, и уже толку с этого урожая не будет, можно все сворачивать. Но я смотрю, у меня грибы отлично выглядят. С ними все в порядке. Чуть-чуть свет убери. Вот, видите, какой красивенький. Вот. Все в порядке, никаких повреждений пока видимых я не наблюдаю. Значит, грибам
здесь тоже быть. Вот это вот маленькие беленькие точечки, это тоже будут грибы. Хорошо, что не выкинула землю. Вот еще малыш. То есть с этого ящика тоже ожидаем грибы. Вот такая вот грибная история в квартире. Я очень рада, что я спасла эту грибницу. У меня старшая дочь сказала: ой, мама, не расстраивайся, ничего страшного, мы купим тебе новую. Я говорю: в смысле новую? Я эту хочу, я с нее еще не все грибы сняла. Но ждем. Надеюсь, все-таки я увижу здесь большой урожай. И, конечно, покажу вам. И сделаю запасы грибов в холодильник. И, кстати, по поводу, как делать повышенную влажность для грибов. Вот так. Просто каждый день, несколько раз в день. В селе Гадюкино опять идут дожди. И вот таким образом создаем нужный уровень влажности. То есть, я же говорю, у меня нету опыта в собирании грибов, но я знаю, что грибы хорошо растут после дождя. Соответственно, надо делать грибам искусственный дождь. И тогда будут грибы и там, и тут, и в холодильнике, и в тарелке. Везде будут грибочки, выращенные в квартире. У меня получилось максимально приблизить камеру к грибам, для того, чтобы вам показать вот эти вот беленькие точечки, такие пупырышки, это и есть будущие грибы. Чтобы вы увидели, как я вижу глазами, через камеру не сильно передавалось, вот сколько их много, и что моя грибница вполне восстановилась, и мне даже кажется, что сейчас грибов больше, чем было до того, как она засохла. Вот, смотрите, прям целые семьи огромные. Я очень надеюсь, что из них все-таки будут грибы, а не как в прошлый раз. А это шампиньоны, они такие интересные. Они, значит, толстенькая ножка и коричневая шапочка. Я так понимаю, ножка потом станет худее, а шапочка расширится. Наверное, так. Но будем наблюдать. Смотрите, какая толстенькая ножка. Прям как этот, знаете, снеговичок какой-то. В общем, будем наблюдать. Я буду все снимать и буду показывать. Будем смотреть, как растут грибы в квартире. И что из этого, в принципе, в итоге выйдет. И на какой вес урожая я выйду. Оставайтесь со мной. Ну вот, на этом на сегодня все. Смотрим, наблюдаем, как у меня растут грибы. Кому интересно, оставайтесь на моем канале. Будут следующие видео про грибы в том числе. И не только. Ставьте лайк, не забывайте писать комментарии. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока!